Всем привет! Меня зовут Наталья, вы на моем канале по рукоделию. Сегодня будет видео из вязальной моей жизни, и начать я его хочу с вот этого начала процесса, который у меня немного застопорился. Расскажу что да как и почему. Я начала детскую кофточку на застежке из вот этой пряжи Картопу. Давно я ее покупала, эту пряжу, 360 метров на 100 грамм. Это 50 на 50 хлопок с акрилом. Спицы тут предлагают 4-5, но нет, 4-5 это как-то многовато. Сейчас я вязала на спицах 3,25, ну, можно на тройке с половиной, на 3,75, ну, до номера 4 можно спицы использовать, но 5 это как-то, не знаю даже, может быть какой-то определенный узор. Значит, у меня этой пряжи, я вязала из нее жилет, этой пряжи у меня осталось 150 грамм, и так как я до этой кофты вязала уже кофту из пряжи Yarnart Jeans, и у меня там ушло 130 грамм, и эта кофточка была, ну, вот где-то от годика до 2, то есть она достаточно маленькая, поэтому у меня ушло 130 грамм. И так как я хотела на больший размер вязать, то я решила скомбинировать эту пряжу. Это пряжа 100% хлопок, 600 метров на 100 грамм, но вяжу я в 2 нити, то есть 300 метров на 100 грамм. Это бобинная пряжа. Я вязала из нее кофточку на круглой кокетке, кстати, тоже. Ну и так как они, в общем-то, по плотности подходят друг к другу, и мне нравится, как они сочетаются по цвету, я решила вот их скомбинировать и связать на больший размер. Ну вот я связала кокетку, да, и как-то остановилась. Значит, что-то мне, то есть цвет красивый, все, но вот я вот просто думаю, если бы я была девочка, а хотела бы я вот в такой кокетке ходить, вот этой полосатой. Что-то меня вот остановило. Но это уже, так сказать, последнее, что меня остановило. Первое меня останавливало то, что пряжа, вот эта, она очень закручивается. Вот если ее так вот закручивается сама по себе. Пряжа очень приятная. И, кстати, она какая-то неубиваемая. Вот я уже и по жилетке это поняла, и по перевязам, допустим, тоже. Вот очень хорошее качество, замечательное. Значит, вот она вот так закручивается, то есть вот такими рожками закручивается между собой. Плюс я вяжу полностью, вот кокетка, планка у меня идет, сразу вывязываю петли для пуговок. И поэтому у меня здесь 3 моточка сразу. То есть я вяжу планку, дальше у меня идет коричневая пряжа, и вяжу следующим мотком еще одну планку. И вот, ну, это не для слабонервных, в общем. Получается, помимо того, что эта пряжа между собой вот так скручивается, то есть это просто одна нитка, она захватывает, то есть и другие нити, и хочет просто сбиться в колтун. И я очень много времени поэтому трачу на какие-то, то есть буквально я провязала ряд и быстро-быстро начинаю это все распутывать. У меня эти мотки лежат не вот так в одной корзинке, а они у меня лежат в разных, ну, разные стороны их раскладывать, так чтобы они и не пересекались друг с другом. Потому что вот как только их соединяешь вместе, они вот так закручиваются, и я очень много времени трачу на то, чтобы их потом раскрутить. То есть вот эта пряжа, она тоже вот так вот, ну, так же вот как и эта, она тоже так делает, вот так же как это. И вот они сначала между собой, то есть нитка сама с собой закручивается, затем она начинает закручиваться с другими, и когда я подтягиваю какую-то нитку, начинается вот образовываться этот колтун. В общем, это какой-то ужас.
Когда я уже расслабилась, то есть я научилась более-менее с этим делом бороться, я обратила внимание на кокетку и вот поняла, что я не уверена, что мне нравится вот это мое сочетание, да. И я как-то отложила. Значит, горловину я делала так. У меня здесь это не итальянский набор, это такая имитация его. Но мне очень нравится, как это здесь выглядит. Значит, здесь у меня идет 2 петли айкорда. То есть 2 петли айкорда по лицевой стороне, да, я провязываю, по изнаночной я 2 петли айкорда переснимаю. Потом я делаю вот эту имитацию итальянского набора. Он не такой пластичный, не такой эластичный. Но именно здесь, тут где есть пуговицы, я считаю, что он как раз такой и подходит. Я провязала здесь буквально 3 ряда резинкой. Дальше у меня пошло 1, 2, 3, 4. Ну, получается 8 рядов платочного узора. И попутно я делаю вот отверстие для дырочки. И дальше я перешла, то есть добавляю петли для полой резинки. И вот здесь вот я их провязала по 2 петли вместе. И уже после этого я делала для круглой кокетки, то есть добирала петли. То есть в 2 раза увеличивала в первом ряду, потом через 2 петли второй ярус. И планировала еще увеличивать, но пока я не дошла до 3-го яруса. Ну и вот, я остановилась. И, ну вот, что вы об этом думаете, можете мне написать. Потому что что-то я вот с сочетанием этих узоров, я как-то, наверное, не согласна. Я вязала перед этим из пряжи Yarn Art Jeans, тоже полухлопок, вот из такой вот кофточку. Я ее уже отдала. И я надеюсь, у нас как раз не похолодало. Ну, не то, что похолодало, но снизилась температура. У нас было выше 30. Сейчас такая комфортная температура, пошли дожди. Я надеюсь, что кофточка найдет своего нового обладателя. Почему-то я хотя вязала с таким расчетом, что ну и на девочку, и на мальчика, но все-таки я как-то подсознательно думала, что это будет для мальчика. Поэтому почему-то думаю, что она достанется малышу. Вот эту кофточку я уже, соответственно, вязала и думала о том, что она будет для девочки. И ну, петли тут вроде как тоже как положено, да. Хотя это, в общем-то, не обязательно. Ну, в общем, это должна была быть для девочки. Поэтому я вот как-то сама себя спросила, хочу ли я такой носить. И вот я не уверена. И поэтому я, в общем-то, отложу это. Вот. И мне, кстати, эта пряжа еще, вот если сравнивать ее с Yarn Art Jeans, то есть, в принципе, я там тоже делала такую планку. И там у меня из этой пряжи, то есть пуговицы, ой, отверстия для пуговиц я делала точно так же. Но там почему-то это были такие прям крупные отверстия, они прям как-то таким домиком прям стояли. А вот с этой пряжей они как-то себя получше ведут. То есть, ну, ровненько себе и ровненько. Вот. Прибавляю петли там, где удобно. Ну, конечно, тут, где идет резинка 1 на 1, я не прибавляю. А дальше я себе прибавила и пошла дальше. Узор такой я показывала в прошлом видео. У меня есть подушка с таким узором. Очень она мне понравилась. И я смотрю, что ну, какими-то такими простыми узорами очень красиво смотрятся, в том числе и круглые кокетки. Ну, многие изделия красиво смотрятся, но вот в круглой кокетке чем удобно, что тут есть такие полосы, и можно прибавлять петли где захочешь. То есть, ну, не то, что где захочешь, где ты посчитал, сколько там рядов тебе надо. И все, и прибавил.
Так, значит, росток я здесь не делала. Я собиралась тут делать азиатский росток, но вот пока под вопросом. Я поначалу настроилась была снимать видео, как я вот делаю планку, горловину, как тут все провязываю, потому что у меня в комментариях было снять попетельно круглую кокетку. Но после того, как я начала разбираться с этими нитками, в общем, всем моим стремлением пришел конец, я поняла, что нет, я не могу. Это просто раздражает сам процесс. То есть настолько это некомфортное вязание, что еще что-то снимать, показывать и рассказывать просто невозможно. То есть вязание должно быть, в вязании всегда это какая-то гармония, умиротворение, это приятное времяпрепровождение, там еще что-то. Но вот в связи с этими запутывающимися мотками это просто ужас. Но в плане круглой кокетки, вот там писали, что никак не могу понять. Ну, не факт, что и я вам это объясню. Я оставлю ссылку, знаете, на канал. Там блогер вяжет по описаниям дропс. Ну, она по-разному вяжет, там не только из этого, но я к чему? Что у вас будет перед глазами и описание, на которое она дает ссылку, да? В том числе она подробно разбирает на каждый размер вязания, и она вяжет там именно все попетельно. И мне нравится, что она разбивает это на несколько частей. То есть в чем вы, допустим, запутались или не понимаете, вы это можете посмотреть. У нее это называется там секретики от Drops, в том числе и азиатский росток она там показывает. У нее очень много подробностей. Я просто оставлю ссылку именно на то видео, где как раз идет вот круглая кокетка, прибавки там и все такое. Вот, и я думаю, что если вы там не найдете ответов, ну тогда я уже не знаю, там просто очень подробный мастер-класс, очень подробный. И я когда смотрю на эти мотки, еще хочу сказать, что у меня в голове вообще-то вот чехол на подушку. Вот причем одна сторона из этого цвета каким-то узором. И вторая сторона этого цвета, но другим узором. И вот тут оно у меня все складывается. Вот я даже в голове как-то чувствую, что вот как-то оно у меня там складывается в красивый такой декор, красивый чехол на подушку. Кстати, хочу сказать, что именно из полухлопковой и хлопковой пряжи получается лучше всего чехлы на подушку. Ими приятно пользоваться, на них приятно и полежать, и то есть больше, наверное, чем что-то колючее. То есть, понимаете, даже если это там с шерстью, то хорошо, когда это мягкий акрил, например, либо шерсть с хлопком, то есть более такая вот пряжа. Хлопок мне в этом плане вообще, хлопок, вискоза, это прекрасный материал для чехла на подушку. И вот когда я на них смотрю, я понимаю, что они отлично между собой для декора комбинируются. А вот здесь вот даже не знаю, либо уже взять эту пряжу и опять-таки связать очень маленькую кофту просто вот этой ниткой. То есть опять-таки на годик-полтора. Ну, как вариант, почему бы нет, да? В общем, пока я отложу. Я показывала эту пряжу в прошлом видео в покупках. Сделала образец. Образец я, правда, делала на спицах 3,5. Я пробовала разные узоры на ней, как смотрится. Вот, например, вафелька. Просто скрещенные петли вот здесь идут. Так. Резинка, ну и лицевая гладь. Лицевая гладь, понятное дело, все будет красиво. Но я выбрала вот этот узор. Что это за узор? Что это за узор? Вот он. Я этим узором вязала свою лавандовую футболку. Мне понравилось, как это выглядит. Значит, здесь всего лишь в раппорте 2 петли и 4 ряда. Первый ряд лицевая, изнаночная. Второй ряд
все петли лицевые, третий ряд изнаночная лицевая и четвертый ряд все петли лицевые. Это если по кругу. То есть, если вы поворотными рядами вяжете, то, соответственно, второй и четвертый ряд вяжете изнаночные ряды. То есть, все петли изнаночными провязываете. Значит, ну, в общем, выбрала я, да. Это бобинная пряжа, она вот такого интересного окраса у нее тут. Что-то такое, как хаки цвет. То есть, тут есть бежевый, затем есть подтон цвет хаки. И есть такой, как будто, ну, не розовый, а терракот, что-то вроде этого. Ну, интересный такой цвет. Так. Пряжа это, ну, если это просто итальянский сток, поэтому как бы не знаю, насколько это актуально. Это мериносовая шерсть и акрил. Выбирала я, так как вяжу ребенку, то в первую очередь выбирала тактильно, чтобы она не колола. И вот эта пряжа, она действительно абсолютно не колючая. Есть такой легкий пушок она выпускает. После стирки в том числе еще как-то больше она выпускает. Но это не, ну, не тот пух, который детям не рекомендуется. Да? Ну и плюс я вяжу в этот раз не для совсем малышей, так как у меня пряжа позволяет это. Она, кстати, там 466 метров на 100 грамм, то есть очень большой метраж, а при этом спокойно можно вязать спицами 3,5. Вот 3,5 спокойно можно вязать, да. Особенно я вяжу плотно, можно даже, может, и больше было взять, но больше я не взяла. Потому что, значит, объясню почему. Так как у меня не на кого мерить, то есть мои малыши живут, ну, не возле меня, а мне надо что-то постоянно как бы их примерять, я решила взять какое-то описание. Ну, понятное дело, плотность не подходит, там еще что-то не подходит. Это в том числе касается вот этой круглой кокетки, которую я только что показывала. И в том числе касается вот этой кофты, которую я уже отдала. Я беру описание, и в том, и в другом, и в третьем случае это описание от Drops. У них, конечно, своя пряжа, своя плотность. Но вот, кстати, здесь я в плотность попала. Я оставлю ссылку на описание это. Но дело даже не в этом. Я там что беру в этих описаниях? В описаниях там есть всегда схема, то есть чертеж самого изделия. Там написано, например, на такой-то возраст горловина должна быть в сантиметрах такая-то. На такой-то возраст, значит, регланная линия должна быть такой, либо круглая кокетка, да. Значит, длина изделия, длина рукава какая должна быть, ну и так далее. То есть это те параметры такие стандартные, которых у меня нет. Вот. Значит, я решила, что метраж моей пряжи позволит вязать на уже такого более взрослого ребенка, и я вяжу на 9 лет. Ну, я так рассчитала, что мне должно хватить на 9 лет. Сейчас я вот смотрю, что я могла бы и на больше вязать. То есть там максимальный возраст 12 лет. Я могла бы и на 12 лет, в принципе, вязать. Потому что, ну, пряжи мне более чем хватает. Вот я, получается, вот это вот связала, да. И у меня еще, то есть я полностью низ свяжу вот этим мотком. Я так чувствую. Что-то у меня уйдет вот из этого на рукава, и у меня еще и останется. То есть я могла бы брать, ну, может, не 12 лет, но, по крайней мере, 10-11 точно могла бы брать. Вяжу вот этим узором то, что я говорила. Ну, в общем-то, у меня здесь как раз, то есть я не специально, но у меня так получилось, что я, в общем-то, попала в плотность, когда я вяжу спицами 3,25. Значит, набирала я меньшими, конечно, спицами. А, кстати, в той круглой кокетке я тоже набор делала, ну, намного меньше спицы, то есть на размер разница. Здесь я делала тоже, у меня здесь 3,25, значит, набор я делала спицами
2,25. Но здесь у меня уже итальянский набор петель. Тоже я провязала 3 ряда. Нет, наверное, тут я... Да, 3 ряда я провязала. Дальше у меня 4 ряда платочного узора. И дальше я опять делаю ложную петлевку. То есть полая резиночка. И потом собираю по 2 петли вместе. Разделила все и вот уже вяжу. Здесь у меня как раз азиатский росток. Вот я провязала 2,5 сантиметра у меня здесь по спинке я провязала. Подрезы у меня тут достаточно такие не маленькие. Вот, в общем, и вот так это будет. Ну, мне нравится, как это все получается. Вот. То есть длинные рукава будут, все как положено. Ну, единственное, что я только сейчас подумала, что цвет-то мне нравится, но вот, то есть для ребенка, ну, с одной стороны, наверное, хорошо, что я выбрала ребенка постарше, потому что, ну, как-то цвет вроде как не для маленького ребенка. Те, которые уже дети постарше, многие вообще любят серый и черный цвет, и либо наоборот уже сильно кислотный. Но, кстати, эта пряжа, я оставлю ссылку на нее, там был еще и ярко-розовый. Вот если, допустим, уже конкретно на девочку вязать, то, в принципе, пряжу очень рекомендую. Во-первых, она экономная. То есть вы видите, что ее достаточно мало надо на полноценный свитер. То есть у меня 200 грамм, и они явно останутся. То есть 150 грамм, 130 грамм у меня ушло Ярнард джинс на кофточку для 1,5 годика. Да? И тут я взяла вот 200 грамм, и мне явно останется, то есть у меня уйдет, наверное, 150 грамм где-то на полноценный свитер. Вот так. Ну и все. Дальше после 2,5 я тут перешла. Я уже, когда делала полую резинку, я уже здесь перешла на спицы 3,25. Уже когда вот под конец закрывала, я уже спицами 3,25. Ну, больше тут ничего такого мне рассказывать нечего. И так как у нас... Я говорила, что я купила эту пряжу и отложу ее, потому что у нас очень сильная жара тогда стояла. Ну, просто выше 30, 34, 35, 32, вот так вот. И тут вот у нас упал градус, значит, поэтому я взялась за эту пряжу. И в том числе, так как меня попросили связать носки мужские, то я еще и мужские носки начала. Сейчас я вам их покажу. Что я вам тут демонстрирую? Я показываю вам начало носка моего из Alize Superwash Comfort Socks. Меня попросили связать мужские носки. Можно из остатков, можно как угодно, хоть полосочками, хоть чем. Но я поняла, что у меня мужских остатков как-то и нету, не с чего мне вязать. Поэтому я пошла в магазин, который я все время хожу, который у меня тут недалеко. И я как-то уже давно, то есть война, да, я давно думаю, почему у нас цены не растут на пряжу. Возможно, там был какой-то запас поначалу, да, возможно, никто даже и не покупал. Очень как-то долго какие-то магазины никак открыться не могли, я все это понимаю. Но уже как бы время прошло, и все, она не дорожала. И вот теперь я попала, когда мне надо из остатка вязать, значит, я попала на подорожание. Подорожала пряжа где-то сразу на 40%. Вот. Я выбрала вот такой красивый цвет.
182 это темно-серый, красивый. Значит, на резинку эту, ну не на резинку, на этот узор я оставлю ссылку. Я его много где использовала. И в шапке, и в носках. Вот. Значит, я набрала, так как этот узор, он кратен 6 петлям, я набрала 66 петель, провязала лицевой ряд. И затем лицевая скрещенная, изнаночная, лицевая скрещенная, изнаночная. И пошел узор. Я провязала здесь, получается, 2 раппорта. И дальше мне, конечно, 66 петель не нужно. Что я делаю? Да? Значит, я решила, что у меня будет 62 петли. 31 по пятке, там где спинка, так сказать, и 31 по переду. Значит, мне надо убрать 4 петли. Я по переду ничего убавлять не буду. То есть у меня здесь будет такая резинка. Продолжение, так скажем, узора. Изнаночная 5 лицевых. Изнаночная 5 лицевых. А по пятке я сделала так. То есть у меня здесь 5 лицевых и здесь 5 лицевых. Изнаночная, изнаночная. Дальше 4 лицевых. То есть я убрала по одной петле здесь 4 лицевых, 4 лицевых, изнаночная, изнаночная, 4 лицевых, изнаночная и 4 лицевых, изнаночная. То есть у меня вот эти 4 полоски, которые вот идут, да, 4 полоски от узора, я здесь сократила по одной петле. Но у меня здесь будет не 5 лицевых изнаночная, а 4 лицевых изнаночная. Ну, ничего. Это никак не повлияет на красоту носка. Какую я буду делать пятку, я еще не решила. То есть, не знаю. В принципе, я еще провяжу, подумаю. Я, может быть, даже и классическую бы пятку сделала. Давно ее не делала. Вот. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, я буду делать классическую пятку тут. Ну, в классическую я имею в виду французскую. Вот, я думаю так. Мне надо на высокий подъем, ну, на такой, на обычный подъем, нога не узкая. То есть я просто, вот, я, конечно, люблю пятку стронг, но я думаю, что здесь будет как-то лучше смотреться классическая. Что-то мне так видится. Вот такое у меня небольшое видео было. Это все мои процессы, в общем, на сегодня. Я обычно не делаю много процессов. Мне так как-то не очень нравится. Ну, в крайнем случае 2. Ну, вот сейчас 3. Но это, скорее всего, потому что вот над первой вот этой кофточкой с круглой кокеткой я как-то думаю. Буду ждать ваших комментариев, кстати, о ней. Вот так. Значит, ссылку на узор я оставлю. Да. И, кстати, из этой пряжи я вязала, из Yarnard Jeans я вязала кофту на подарок. Я подарила. Кофта смотрится отлично. Единственное, что я забыла сфотографировать, как это сидит на хозяйке. Сидит она на хозяйке лучше, чем на мне. Вот. Но это я к тому, что из этой пряжи я уже, получается, вязала 2 изделия. Ну, я не могу сказать, как она в эксплуатации, но, по крайней мере, вязать с нее и вид изделия очень красивый. Мне она понравилась. Вот, как бы для вязания рекомендую. Ну, вот такие у меня новости. Буду с вами прощаться. До новых встреч. Пока.